Всем привет! В этом видео речь пойдет о эхолоте Fish Finder. Дословно переводится как искатель рыб. Пользуюсь я данным эхолотом 5 лет. Покупал его на AliExpress за $70. Сейчас сделаю коротенький обзор. Далее проведем испытание, посмотрим, соответствуют ли его характеристики заявленным. И далее посмотрим, что он показывает на водоеме. В комплект поставки входит инструкция, ремешок на руку, датчик эхолота и приемник, назовем его так, чтобы в дальнейшем не было путаницы. Два шнура для зарядки, для датчика и приемника. У них разные разъемы. Датчик и приемник оснащены аккумуляторной батареей. В приемнике она съемная, емкостью 1000 мАч. Данный эхолот можно заряжать как от домашней сети, так и от пауэрбанка. Подключаем, загорелась красная лампочка. Когда батарея зарядится, лампочка потухнет. Также и с датчиком. Подключаем, горит красная лампочка. Когда батарея зарядится, лампочка потухнет. На датчике есть два контакта. Он включается автоматически при погружении в воду. Загорается светодиод. Очень удобно для ночной рыбалки. Вес датчика 75 грамм, так что запасайтесь удилищем покрепче. Здесь есть небольшое ушко для зацепа, но оно слишком маленькое. Я сделал петельку из лески, так удобнее зацеплять. Чтобы включить датчик, я его окунул в банку с водой. Теперь включаем приемник. Язык русский. Вот на экране глубина якобы 0,7 метров. Неправильно показывает. Но на таких глубинах он правильно показывать и не будет. Температура воды 21 градус. Пройдемся по меню. Есть чувствительность. Больше-меньше, чтобы отсечь мелкую рыбу. Подсветка. То есть в дневное время суток она вам в принципе и не нужна. Диапазон глубины. И сигнализация. Это при виде рыбы будет пищать или нет. И при малой глубине. Температура воды, глубина, заряд приемника и заряд передатчика. Я поместил датчик в ведро с водой, включил эхолот и оставил до полного разряда батарей. Заряда обоих батарей хватило на 25 часов, так что пауэрбанк вам вряд ли понадобится на рыбалке. Заодно проверил, насколько точно показывает температуру. Для точности показания температуры нужно оставить датчик в воде на некоторое время. Глубину показывает примерно правильно. Для теста я взял удилище длиной 2,7 метра. Это Winner навигатор с тестом 120-180 грамм. Таким удилищем мне удалось закинуть датчик на 40 метров. Максимальная дальность связи заявлена целых 100 метров. Проверим, так ли это на самом деле. Связь есть. 2,3 метра глубина. Теперь отхожу. Смотрю, насколько хватит дальности связи. Так, вот есть, пропала связь. Все. Да, вот только было, ну где-то так, где-то на этих 2 метрах. Установил счетчик лески. Он сейчас на нуле. Начинаем сматывать шнур. Вот реально 85 метров. Специально для этого видео я соорудил крепление для эхолота на удочку. Эхолот отсюда вот так снимается легко и ставится, зажимается креплением. Нижняя часть — это крепление для экшн камеры, крепится на руль, на трубу. А верхняя часть — это крепление для мобильного телефона на штатив. Так оно легко скручивается отсюда.
Так, дистанция заброса примерно 40-50 метров. Вот, глубина 2,3-2,4 метра. Показывает сейчас после заброса небольшие глюки. Начинаем понемногу подтягивать его к себе. Вот, показывает рыбу. Глубина 1,5 метра. 1,9 метра. Это на такой глубине стоит рыба. Вот на глубине метра 10 метров. Получается, рыба вся стоит в толще воды. Ну вот уже почти под самым берегом. Глубина метр. Так, что у нас по итогам? Довольно неплохой эхолот за свои деньги. Очень выручает, когда приезжаешь на новый водоем и нужно составить карту дна. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Всем пока.